Добрый день, здравствуйте. Хочу представить моего пациента Олега Загайнова, который пришел летом прошлого года, да, если я не ошибаюсь, да, ко мне. Получается, в конце лета. Да. Пришел с медсестрой Анастасией. И вначале, значит, Анастасия со мной все по телефону обсуждала, спрашивала, искала врача-сомнолога, там, вы не знаете ли Кларфедаевна, кому можно обратиться. Ну, расскажи историю лучше сам. Ну, я вот начал замечать то, что я постоянно сплю и не могу выспаться. Могу и 2, и 3 дня. Просто на дачу ехали, как солнце светит. Начал в сон клонить с дедом, пока разговаривал. Потом что-то как-то дед уснул. Ну, и я следом уснул. Ну, вовремя проснулся. На встречке? Ну. Никого не задел? Нет, слава богу, никого не задел. Да. Но было не очень приятно. Да. То есть несколько ДТП было, да? Повышенная дневная сонливость. Ну, практически чуть ли не на ходу засыпал. Потом вот начал уже ходить по врачам, узнавать. Никто ничего толком сказать не мог. Я помню, что давление у тебя высокое было, нарушение ритма сердца, да? Да, проблемы с давлением постоянные. То есть лечился ты у кардиолога, помню, да? Ну, не то чтобы лечился, как бы приходил на прием, там выписали лекарства как на постоянку от давления. Помогала терапия? Ну, то, что врачи сначала прописали, нет. Потом, когда я уже в другой больнице обследование у кардиолога прошел, там выписали другие лекарства. Сейчас вот более-менее стало помогать. Ну, и комплексная терапия, с СИПАПом получше стало. Да, получше стало. Здесь нужно сказать, что пациент ко мне пришел, ему было 32 года, жалобы были на повышенную дневную сонливость, снижение работоспособности, качество жизни, повышение артериального давления. Причем терапия, которая была ему назначена, она не приносила не давала того эффекта, который ожидался. Нарушение ритма сердца у него были. И, в принципе, его привела, можно сказать, за ручку медсестра Анастасия. То есть она сама нашла сомнолога, сама привела и говорит, надо Кларфедаевна ему помочь. Спасибо большое, Анастасия, да? Значит, сделали диагностику синдрома обструктивного апноэ сна тяжелой степени. Рекомендована СИПАП-терапия. И, соответственно, в аренду он взял СИПАП-аппарат, вот этот самый, да? Маска твоя любимая французская, кстати, сифамовская маска, вот у него да, она. Вот самая удобная из всех оказалась. Да, он пробовал разное, но вот ему нравится французская СИПАП, это носовая маска. 3 дня аренды были. А ты помнишь эти ощущения, которые у тебя после того, как ты начал высыпаться? 3 дня, понятное дело, это... Ну, там практически с первого дня уже как бы появились ощущения, что уже посвежее состояние, уже более-менее начал высыпаться. Давление лучше стало, да? То есть уже терапия, которая была назначена в комплексной терапии с СИПАПом, получается, уже эффект был, да? Ну да, практически сразу было заметно, уже состояние поадекватнее было, как бы голова яснее, и более-менее силы уже начали появлялись что-то делать. А как, вот я помню, говорили вы, что ломота в теле, да, какая-то вот? Ну, до терапии, вот, да, вот, даже с кровати встаешь, и уже как будто всего отлупили, сил нету, все болит. И как бы и не выспался, что спал, что не спал. Как начали терапию, так состояние начало улучшаться. Как бы посвежее начало становиться, силы появляться начали. Уже за рулем не засыпаешь больше? За рулем сейчас нет, уже не засыпаю, как бы нормально, целый день работаю спокойно, без проблем. -1 участник ДТП, и это очень радует. А сколько часов спите вместе с аппаратом? Вот за ночь? Если так смотреть, где-то я в 12 вечера лег спать, аппарат подключил. Где-то в 7 утра, в 8 встал нормально. Если вот по
часам смотреть, то где-то половину сна получается крепкий сон полноценный. В принципе, вполне сейчас начал нормально высыпаться и с утра вставать без Где проблем. работать? Уже даже без будильника встаю на автомате. Через 7-8 часов СИПАП-терапии встал и... Ну, раньше и будильником и в обед не разбудишь никак. Не высыпался. А сейчас вот даже без будильника практически сам уже машинально встаю. То есть была выражена дневная сонливость у него. Ну и Не до у всех терапии вообще вот уснуть была проблема большая. Как бы и не спалось, и всю ночь то попить, то в туалет, то еще что-нибудь, то жарко, то холодно. А с терапией как бы одел маску, подключил аппарат, практически моментально вырубился и до утра спокойно сплю. А о том, что вы храпите сильно, что есть остановки дыхания во сне, супруга сказала? Нет, и супруг говорил, и родители как бы говорили. То есть это уже давно, да? Сколько лет? Ну, лет 15 точно уже. А так, в принципе, я и сам замечал, но как-то особо не придавал этому значения, да и раньше не так сильно выражено было. А вот последние годы до терапии, там как раз ночью даже просыпался от того, что дыхание остановилось, от того, что задыхаюсь. Ну, что-то вроде этого. есть это Просыпался, тяжело, как будто меня душат, дыхание. Нехватка воздуха, да? Вставал, пил воду, да? Да, Высыхало все? сухость во рту постоянная была. Сейчас уже как-то даже с сухостью во рту полегче. Вот если без аппарата спать, то уже сразу ощущения не те, уже все равно не высыпаешься. И вот бывает ночью просыпаешься. Как мама Олега сказала мне, что он даже к нам в гости приезжает вместе со своим другом Сипапом. Никого Ну да, это удобно не то, что он смущает абсолютно. маленький, его с собой можно возить где хочешь. Только электричество и все. То есть, Как раз мотаясь туда-сюда, то город, то деревня, то еще куда, бывает с ночевкой. Вот, чтобы высыпаться, взял аппарат, подключил, спокойно спишь. То есть Олег очень приверженный пациент. Вот как ему назначена терапия, он так ее и проходит. И абсолютно ничего не смущает себя, Да правда нет, же? Там, нормально, да? и спать не шумит, мешает. Да, он не шумит, абсолютно Нет. бесшумный аппарат. Маска тоже никоим образом не смущает. Нет же Ну, вот такого? китайские, то, что я пробовал, да, там они неудобные были. То не так сидят, то Воздух душно. в глаза, да, попадает? То душно, то воздух этот не проходит. Поэтому все-таки вот с маской как ВОЗ намного лучше. И хочу вам сказать, дорогие мои, что Олег – это вот первый пациент, который сам мне написал о том, что ну об этом же нужно говорить, он пишет, да. То есть вот моя жизнь, она стала другой, он говорит, типа небо голубее, трава зеленее, солнце ярче. Об этом же нужно говорить. Давайте мы об этом будем говорить. Это вот он и есть. То есть сколько людей, которые храпят, у которых останавливается дыхание во сне, но они не знают о том, что это действительно проблема, и что эта проблема решаема, и что качество жизни, оно будет другим. И что вот действительно, вот сколько раз обращала внимание на приемах, пациенты говорят, и что с этим каждую ночь? А вот вам живой пример. Олег, который говорит, да я вообще не могу без него. Если там даже одной ночи я без него, то уже по-другому жизнь, да? Ну да. То есть Ну и спать никакого он вообще дискомфорта. никак не мешает. Да? Нормально спится и маска не давит. Если нормально отрегулируешь, Подобрать, спокойно спишь. Да, да. Он абсолютно не шумит, он никому не мешает. Вот, включается автоматически, выключается автоматически. Да, Никаких кстати, удобно проблем. то, что если захотел попить или еще что, просто снял маску и ушел. Да. Он сам выключился, потом подошел, одел, он обратно сам включился без Да. проблем. Умен, ничего не Ну да. скажешь, да. Дорогие мои, вот сегодня у меня был в гостях
Олег Загайнов. А мой пациент, с которым мы уже этим летом будем знакомы как год. Пациент, которому я очень благодарна на самом деле, потому что, во-первых, он услышал меня, он поверил мне. И как-то у нас вот сразу диагностика, СИПАП-терапия, потом он купил себе уже СИПАП-аппарат. Я ему очень благодарна за обратную связь. То есть он всегда задает какие-то вопросы. К примеру, там возникла какая-то проблема там, с маской, там, да, мы ее решаем. И у нас как-то вот все вот это вместе и привело к тому, что вот сегодня и сейчас я вижу у Олега другое качество жизни. Он доволен, а я уже в разы довольна, чем он. Я очень рада была ему помочь. Я очень благодарна, еще раз говорю, за то, что он поверил мне, да, и поверил то, что есть лечение храпа, СИПАП-аппарат там, да, и более того, был инициатором того, что об этом надо людям говорить, об этом нельзя молчать. Столько людей храпят во сне и даже не подозревают, что есть проблема и есть ее решение. Поэтому спасибо большое, Олег, еще раз и много раз. Подписывайтесь на мой канал, записывайтесь на мою бесплатную консультацию, и мы обязательно с вами вместе решим проблему храпа.